деревне Ветлогорье кошек любили. Не потому, что они были ласковые или красивые, а потому, что без них никуда. Они ловили мышей в сараях, грелись на сене, жили сами по себе, приходили и уходили, но всегда были рядом. Их никто особенно не баловал, но и не обижал. Каждая бабка имела по 3-4 хвоста, у кого-то жили десятилетиями, у кого-то менялись каждую весну. Они были частью деревенского дыхания, незаметной, но важной. И именно поэтому, когда они начали исчезать, сначала никто не придавал значения. Ну, пропал один, с кем не бывает. Второй пошел по чужим дворам. Третий лиса утащила. Но со временем у всех закралось странное чувство. Что-то происходит. Коты пропадали не как раньше. Молча, без следа, один за другим. Семен жил на самом краю деревни. Его дом стоял у кромки леса среди берез и рябины, там, где заканчиваются огороды и начинается земля без людей. С самого детства он рос чужим среди своих. Молчаливый, с тяжелым взглядом, он не любил ни крики, ни пьяные гулянки, ни разговоры ни о чем. Отец его погиб на охоте. Выстрел в упор от незнакомого браконьера. Мать умерла от чахотки, когда мальчику было 12. С тех пор он был сам по себе. Его не били, не прогоняли, просто не звали. А он и не просился. Он рано научился выживать один. Лес стал ему отцом, домом и школой. Он знал, где гнездятся тетерева, где ночью выходит барсук, по каким веткам идет белка и как лиса уводит след. За это его уважали, но не любили, не понимали. Говорили странный, одинокий. Ходит, будто слышит, как снег растет. В зрелости он построил себе дом, добротный, крепкий, весь из лиственницы, с печкой, с погребом. Жил скромно, не пил, не курил, никого к себе не подпускал, только зверей. И однажды у него появился кот, не обычный, а породистый, Мейн-кун, серо-черный, с глазами, как угли. Кот был огромен, спокойный, умный. Звали его Сатурн. Где он его взял, никто не знал. Кто-то говорил, что заказал из Москвы. Кто-то, что сам вырастил из котенка. Сатурн был не как все. Он не ел объедки, не шлялся по чужим дворам, не гадил под забором. Он ходил за Семеном, как тень. Охотился вместе с ним, слушался, спал на его подушке. Это был не кот, это был спутник. И вот тут началось шептание. Зависть, облитая деревенской ядовитой тишиной. Не громкая, не прямая, а липкая, как холодная вода в сапогах. «Он совсем чокнулся», — шептали за спиной. «С котом, как с человеком, живет. Позор мужской породе. А вдруг он его, знаешь, вместо жены?» И дальше кот хуже. Кто-то вспомнил, что у кого-то куры дохли, как Сатурн по двору прошел. Кто-то сказал, что он в глаза смотрит, и у тебя сердце замирает. Смешали ложь с болью, подлили в зависть немного страха, и получилось идеальное варево. Смертельное. В лавке у тети Любы однажды пробросилась тихая фраза. «Вот бы его кота!» Ну, понимаешь, чтоб знал, как люди живут. Через 3 дня Сатурн умер. В страшных судорогах. Семен нашел его у крыльца. Кот дергался, как тряпичная кукла. Лапами бил по воздуху, из пасти пена с кровью. Ветеринара в деревне не было. Телефоны молчали. Помощи 0. Через 20 минут он затих. Умер в руках охотника, как умирают только самые близкие, без сопротивления. Семен не плакал. Он молча отнес его в сад, выкопал яму под березой, аккуратно уложил, укрыл хвоей и больше не говорил ни слова. А деревня жила дальше, но не знала, что разбудила не просто боль. Разбудила ярость, не крикливую, не истеричную, тихую, как шаг по снегу, холодную, как металл в руке. Он не искал виновного. Он знал, все виноваты. Кто-то шепнул, кто-то промолчал, кто-то хихикнул, а значит, все. И он начал охоту. Не на зверей, на кошек. Он знал, где они спят, где ходят, чем их приманить, как снять, не оставив следа. Каждую ночь он выходил, будто на обычную охоту, но цель была другая. Сначала старая Марусина кошка, потом 2 кота у Анны с 5-го дома. Потом Васька у школьницы Леры. Они исчезали без следа.
Днем он вел себя спокойно. Ездил в город, продавал шкуры, говорил куницы, белки. Люди верили. Он не спешил, он делал все аккуратно, без истерик, без показухи. Он не мстил конкретным. Он лишал деревню того, что она недооценила. Он забирал то, что считали мелочью. И каждый раз, снимая очередную шкуру, он видел перед глазами глаза Сатурна. Они смотрели на него, не осуждая. Просто помнили. За лето исчезло более 20 котов. Деревня начала нервничать. Кто-то стал запирать животных в домах. Кто-то обвинил сов. Кто-то черта. Никто человека. Но однажды баба Марфа видела, как Семен шел с мешком, а из мешка торчал рыжий хвост. Она отвела глаза. Позже рассказала. Ее не поверили. А дальше мальчишка увидел, как он что-то закапывает. Белый вернулся. Сказал матери. Та отлупила. Не ври на старших. Но слух пошел. Люди начали догадываться. Но сказать вслух не решались, потому что тогда придется признать. Это они все начали. Но было поздно, котов не осталось. Мыши пошли по дворам. Сено жрали, зерно портили. Люди вспомнили, зачем вообще нужны были эти тихие лапы. И только тогда поняли, что потеряли. Однажды в октябре в деревню пришел котенок. Худой, серый, с рваным ухом. Он сел у порога Семена, мяукнул один раз и остался. Семен впустил его молча. Не называл, не гладил, просто кормил. И с тех пор больше ни один кот не пропал. Потому что сердце остыло. Потому что месть исчерпала себя. Потому что боль нашла себе замену. И в кладовке между капканами висели шкуры. Ровные, выделанные, молчаливые, как тени, как письма без адреса. А деревня молчала, потому что знала, потому что забыла, что слова имеют цену. И однажды старик у лавки сказал: «Это мы убили того кота. Мы, своим шепотом». А он просто вернул. Больше никто не ответил. И все снова стало тихо. Только по ночам, если прислушаться, в саду у березы, где похоронен Сатурн, можно было услышать легкое мурлыканье. Как напоминание, после той осени деревня как будто замерла. Люди начали избегать взглядов Семена, но не потому, что боялись, потому что стыдно было. Кто-то понял, кто-то догадывался, но никто не хотел произносить это вслух. Слишком страшно было признать, что такое могло случиться здесь. Не в кино, не в городе, а у них, среди картошки, сеновалов и старых лавок. Семен же жил, как и раньше. Только теперь в доме у него был другой кот. Маленький, худой, неказистый, но уже не уличный. Он ел с его руки, спал в его кресле, грелся у печки. Имени у него не было. Семен ни разу его не позвал. Но каждый вечер кот ложился рядом, на то же место, где когда-то лежал Сатурн. И Семен ничего не говорил, не прогонял, не гладил. Просто принимал. Этот новый кот не был похож на Сатурна ни внешне, ни характером. Он был трусливее, осторожнее, шарахался громких звуков, не ходил на охоту. Но в его взгляде было что-то другое, будто он знал, в чьем доме оказался. Знал и тихо принял правила. С тех пор прошло 3 года. Деревня изменилась. Старики умирали. Молодежь уезжала в город. Те, кто остались, больше не заводили котов. Кто-то из страха, кто-то из суеверия, кто-то из странной внутренней осторожности, которую трудно объяснить словами. А Семен жил. Каждый день вставал в 5. Топил печь, чистил ружье, шел в лес, возвращался под вечер. Он стал еще более молчаливым. Иногда его неделями не видели, а когда встречали, здоровались сдержанно. Кто-то пытался начать разговор, но он только кивал и шел мимо. Он не злился, просто отдалился. Навсегда. Интересно, что именно в эти годы в лесу стало больше зайцев, меньше волков. Говорили, охота удачная. А он просто работал, без радости, без цели. Просто жил, никому не мстил, не угрожал, не говорил ни слова о том, что было. О Сатурне, о шкурах, о кошках. Только раз, когда местный участковый решил провести беседу по поводу слухов, Семен молча посмотрел на него. И тот ничего не сказал. Ни слова. Посидел на лавке минут 10. Потом встал и ушел. И больше не возвращался. Никто не заходил к нему в дом.
Не просил о помощи. Не приносил ни вестей, ни сплетен. Его будто вычеркнули. Но одновременно и боялись потревожить. Так и живет, говорили. Сам с собой. Говорили вполголоса. Особенно после того, как за Семеном начали замечать странное. Он разговаривал. С котом по ночами. Через приоткрытое окно слышали, бормотал. Тихо, ровно, будто кому-то рассказывал истории. Иногда смеялся. Один раз даже плакал. Люди стали говорить, что у него едет крыша. Другие говорили, горе никогда не уходит. Оно только меняет форму. И в этом что-то было. Он действительно менялся. Не внешне, лицо все то же, серая щетина, тяжелый взгляд. Но походка стала мягче, плечи ниже, а руки начали дрожать. Он старел. И однажды зимой на крещение на улице его не стало. Дверь в дом была приоткрыта. Печка там погасшая, а он мертвый, в кресле, с котом на груди. Без страха, с легкой улыбкой. Как будто уснул, и приснилось ему что-то хорошее. В деревне поднялся шум. Кто-то боялся заходить в дом. Говорили проклятие. Другие, что это конец. Но в дом все-таки зашла одна женщина. Мария, вдова, которая раньше жила по соседству. Она вошла, перекрестилась, нашла Семена, закрыла ему глаза, накрыла простыней. А потом подошла к столу, где стояла старая коробка. В ней аккуратно сложенные фотографии. Первая — Сатурн. Вторая — Семен с котенком на руках. Третья — просто лес. На обороте надпись «Все возвращается». Не сразу, но всегда. Похороны были скромные, без речей, без песен. Только 3 мужика, да та же Мария. Говорят, что в день похорон у дома Семена собралось 9 кошек. Просто сидели и смотрели. А потом ушли. Никто их не звал. Никто не кормил. Они просто пришли. Как тени. После смерти Семена его дом остался пустым. Деревенский совет решил не трогать его вещи. Дом стоит и сейчас. Закрыт. Забит досками. Но иногда по вечерам у березы, под которой похоронен Сатурн, видят огонек. Сначала думали, шалят дети. Потом, что крыша горит. Но каждый раз, подходя ближе, ничего не находили. Только следы кошачьих лап в снегу. И больше ничего. А в деревне теперь не шепчутся. Не обсуждают. Только иногда, когда кто-то говорит «Ничего страшного, это же просто кот», в ответ наступает тишина. Потому что в Ветлогорье знают, не бывает просто котов. Не бывает просто потерь. И что за каждое пролитое молчание кто-то однажды расплатится. Не громко, не сразу, но расплатится.